Привет, ребята! Мы сегодня продолжаем нашу рубрику «Берем с полочки папин цифровичок». Продолжаем искать вайб пленочный или что-то похожее от старых ретро-устройств. И сегодня у нас на обзоре два динозавра от Sony. Sony A200 и Sony A300. Это две зеркалочки, которые были выпущены практически одновременно в 2008 году. По сути, это один и тот же фотоаппарат с незначительными изменениями функциональными, которые в какой-то степени облегчают съемку. Sony A200 – это камера, которая пришла на смену другой камере Sony A100. Sony A100 – это была первая цифрозеркальная камера, которую выпускала Sony. В свое время, в 2005 или 2006 году, если не ошибаюсь, Sony купила подразделение Minolta, которое занималось фотоаппаратами. И Sony A100 фактически была замена другой легендарной камеры Minolta Dynex 5D. Она была практически в неизменном виде выпущена в продажу с незначительными косметическими изменениями, самым главным из которых была заменена матрица 6 мегапиксельную на 10 мегапиксельную. В остальном эти камеры были очень похожи по функционалу и другим вещам. Единственное, там цветопередача несколько отличалась у Sony A100, нежели у Minolta. Но все самые главные фишки, по сути дела, были сохранены. А самая главная фишка – это присутствие стабилизации матричной. Такого практически никто не делал, кроме Pentax. Ну и все остальное, по сути, осталось в неизменном виде. В том числе байонет, объективы, которые подходили от Minolta. Все это присутствовало на Sony A100 и плавно перекочевало и в Sony A200. Как вы видите, даже башмак для вспышки остался старый минолтовский, что не очень удобно, конечно, для применения современных вспышек. Но поскольку это ретро-устройство, мы такой недостаток с легкостью можем простить. В остальном, по сравнению со 100, здесь была проведена косметическая работа, чуть-чуть поменялся корпус, расположение кнопок. Ну, фактически функционально камера осталась без существенных изменений. Здесь чуть-чуть увеличился экран по размеру, был 2,5 дюйма, стал 2,7. Какие-то кнопки расположения кнопок, но в основном видоискатель, все остальные функции остались практически без изменений. И самое главное, осталась та же самая матрица на 10 мегапикселей, которая используется во многих фотоаппаратах, помимо самой Sony. Эту матрицу также используют многие другие фотоаппараты, использовали, конечно, в то время. Навскидку могу вспомнить Nikon D200, Nikon D80, Pentax A10, да, A20 там была, по-моему, уже другая матрица. Ну и вот на этой Sony A300, к слову, тоже использовалась точно такая же матрица, 10 мегапиксельная. A300 была уже более продвинутой камерой, нежели A200. У нее был такой по тем временам существенный шаг вперед. У нее появился прежде всего Live View. То есть у нас появилась специальная клавиша, которой мы переключали Live View. То есть вот, пожалуйста. И мало того, что был Live View, так еще был и поворотный экран, что нам давало существенно больший диапазон возможностей по съемке в нестандартных ситуациях с нестандартных ракурсов. Насколько я понял, Live View для того, чтобы отображать сюда информацию на экране, переключал с основной матрицы на какую-то дополнительную маленькую матрицу, и световой поток уходил туда, и он здесь показывал. И во время снимка, когда мы его делаем, он опять же переключался на обычную матрицу. И вот когда снимок делается, он переключается на обычную матрицу и делает снимок. Но в остальное время он показывается какой-то дополнительный. Ну и, собственно, это основные отличия между этими двумя камерами. В основном они фактически идентичны. То есть здесь у нас поворотный экран такого же размера, здесь экран не поворотный. И здесь присутствует Live View на A300, на A200 его нет. Есть еще такая камера Sony A350, она фактически такая же, все то же самое, только матрица здесь на 14 мегапикселей. Ну и теперь к главному, как же эти камеры снимают. В предыдущем обзоре на Pentax A100, Pentax K100D, который я делал достаточно давно уже, я рассказывал, что мне очень понравилась картинка, которая обеспечивает CCD-матрица. Она дает такие
ну, наверное, дает прежде всего цветовой профиль, который здесь засажен в эти камеры, дают очень такой вайбовый, прикольный цвет, очень смахивающий на пленочный цвет. Так вот, фактически в этих камерах у нас такая же ситуация. То есть у нас здесь, может быть, даже еще более интересный цвет здесь получается. Более яркий, сочный, и здесь чуть-чуть пошире динамический диапазон. Во многом прямо из JPEG получается, если накрутить сразу максимальную насыщенность и контрастность. Ну, контрастность я, наоборот, снижаю. Получаются довольно интересные JPEG, очень-очень смахивающие на пленочные кадры. Естественно, мы говорим о съемке днем. Ночью, на самом деле, эти камеры тоже представляют определенный интерес. Ну, поскольку матрицы старые, технологии старые, то сильно рассчитывать на какую-то хорошую ночную съемку здесь не приходится. Потому что ISO задирать сильно высоко не удается. Но, с другой стороны, есть другая фишка, которая помогает в ночной съемке. Это матричный стаб, который здесь установлен. И вот благодаря этому матричному стабу, снимая даже на вот этот несчастный штатный китовый объектив, который, в принципе, неплохо, довольно резок, но он довольно темный. И вот даже на этом темном китовом объективе мне удавалось порой снимать довольно резкие кадры с выдержками что-то типа 1/3 секунды с рук, 1/2 секунды, 1/2, наверное, нет, ну 1/5, он снимает спокойно, вот даже с этим китовым объективом. При ISO 800, ISO 400 здесь более рабочая, ISO 800 еще можно снимать, но, естественно, если вы будете пытаться из тени что-то вытягивать, то там уже вытягивать нечего, кроме шума, жесткого шума. В принципе, если шуму придать некую такую художественность, а-ля пленочное зерно, то это еще местами удобоваримо и сносно. Получив довольно неплохие кадры на китовый объектив, я задался вопросом, а что будет, если нацепить на наши камеры что-то посветосильнее, например, полтинник 1.8 или что-нибудь типа Гелиоса или Зенитара. К сожалению, каких-то сильно внятных результатов я не получил. Специально для этого купил полтинник 1.8. Ну, что-то, не знаю, я попытался, конечно, помня о том, как я на 1/3 снимал, попытался чуть-чуть понизить ISO, но почему-то у меня, кроме мазни какой-то, в ночных съемках ничего не получилось. То же самое касалось и Гелиоса. Есть с Гелиосом небольшая проблема. Проблема заключается в том, что на открытой диафрагме ночью он довольно сильно мажет. Его надо желательно чуть-чуть прикрыть. А когда мы его прикрываем, то уже вся светосила сходит на нет, скажем так. Плюс есть еще проблема с переходниками. Для того, чтобы снимать мануальной оптикой М42, у нас есть два варианта. Либо снимать переходником без чипа. В принципе, им довольно легко можно снимать. Ну, это, естественно, такой пленочный ручной режим. Благо, в самой камере есть подсказка по экспозиции. И она дает вам понять, увеличить выдержку, уменьшить выдержку. И, в принципе, это очень похоже с процессом, который происходит при съемке в пленочной камере. На пленочной камере, которая вам тоже подсказывает, увеличить или уменьшить выдержку. В принципе, здесь очень похоже. Есть второй путь. Если вы не хотите с этим заморачиваться, есть переходники с чипом. Вот такой переходник я купил. У меня когда-то была в использовании зеркалка Sony раньше, и с ней я не испытывал никаких проблем. У меня был тоже переходник с чипом какой-то другой модели, наверное, все-таки. И с ним я его устанавливал и спокойно снимал. Здесь у меня есть какая-то, может быть, конкретно несовместимость именно с этими камерами, может быть, какая-то несовместимость именно этого переходника. Ну, проблемы есть небольшие. Во-первых, когда я его устанавливаю на камеру, появляется проблема в том, что у него плохой контакт с контактами чипа. И приходится иногда пошевелить его, чтобы он его вообще заметил, этот объектив и переходник. Во-вторых, из-за того, что, видимо, рабочий отрезок здесь идет по грани на тоненького, кольцо без чипа, оно более тонкое, и оно, в принципе, нормально дает снимать с бесконечностью. Здесь кольцо более толстое, и из-за того, что оно более толстое, видимо, чуть-чуть не хватает рабочего отрезка, и кадры, которые нужно сделать вдалеке, на бесконечности, они бесконечность не ловят, как я не пытался. В общем, с этим переходником у меня на дальнее расстояние, без того, чтобы кадры не были размазанными, снимать не получалось. На этот получалось. Ну, кстати, ночная съемка, могу сказать, что на этом фотоаппарате тоже дает такой определенный вайб пленочный. Цвета здесь получаются очень
такие псевдопленочные, и местами действительно очень любопытные кадры получаются. Яркие, сочные, насыщенные и отдаленно смахивающие на пленку. Давайте на пару минут погрузимся в те изображения, которые можно снять с помощью этих камер. Небольшой видеоряд на пару минут. Потом возвращаемся, рассказывая про эргономику аппаратов. Что касается эргономики аппаратов, то камеры любительские, в принципе, это из любительского сегмента, и этим все, можно так сказать, сказано. По-своему они прикольные, и для новичков они каких-то особенных проблем не доставят. То есть есть здесь и зеленые зоны, и классические зоны для более продвинутых пользователей. Сами аппараты сделаны из пластика. Честно говоря, я думал, что А300 сделан даже на каком-то металлическом шасси, потому что он как-то более жестко лежит в руке, и такое ощущение у меня даже возникло, что вот здесь у него металлическая часть. Ну, внимательно изучив вопрос, вроде как там тоже используется пластик. Здесь с использованием пластика как бы вопросов не возникает, все более пластиковое по ощущениям в руке. На самом деле камера лежит в руке неплохо, ну, учитывая, что она имеет любительский размер, и, соответственно, в определенных ситуациях у вас мизинец может провисать. Это да, не без этого. Ну, в целом, здесь сделаны приливы и выступы, и в руке держать ее более-менее удобно. То же самое касается и А300. Она довольно неплохо лежит в руке. Надо признать, что камера сама по себе довольно такая толстая. И это. Объектив здесь, который используется, тоже такой довольно внушительный, длинный размер имеет. И когда вы носите такую камеру на шее, она довольно-таки габаритная и выступающая. У нее здесь вот такой вот вертикальный такой, скажем, размер большей частью. Даже с полтинником тоже довольно-таки получается габаритная камера. По меню и всем остальным параметрам вы здесь найдете, в принципе, практически то же самое, что вы видели уже в более поздних камерах Sony, включая зеркалки и беззеркалки. Вплоть, наверное, года до 2020-го. Естественно, здесь меню будет сильно более простое. Но здесь есть уже такие фишки, как, например, усиление теней Draw. HDR здесь, по-моему, еще нет. Но, в общем, функции FN здесь появились тоже. Довольно удобная фишка, когда мы можем нажать эту клавишу и основные пункты меню сюда забить, те, которые вам интересны. Для того, чтобы обеспечить быстрый доступ. Каких-то особенных проблем с использованием этой камеры я не заметил. Здесь есть, например, кнопка ISO отдельно, есть кнопка для других режимов. И какие-то кнопки еще можно назначить. Есть функция
быстрого доступа, быстрой смены экспозиции. Можно включать и отключать стабилизацию одним рычажком. В общем, на самом деле эргономика здесь довольно-таки неплохая. Ну, может быть, не самая идеальная, не как на профессиональных камерах, где под каждую клавишу есть кнопка. Но для любительских функций, для не сильно больших заморочек, то есть здесь все можно быстро, оперативно поменять. И, на мой взгляд, в плане эргономики, в плане того, как вы будете использовать этот аппарат, каких-то особенных проблем здесь нет. Хотя это, конечно, не топовая в этом смысле камера, тут я ничего не скажу. Но по сравнению, например, с Pentax K100D, который я обозревал ранее, эргономика здесь все-таки более приятная. Здесь есть куча фишек, которые и не снились Pentax. Здесь есть более удобный аккумулятор, который можно заряжать и вставлять, в отличие от батареек, которые постоянно разряжаются. Здесь есть поворотный экран, это вообще недостижимая вещь для Pentax. Вот. Ну и какое-то все более, что ли, уже человеческое. Это уже не вот такое древнее как-то вот воспринимается, как здесь. Ретро-устройство. А здесь оно уже практически на современном уровне, но практически все то, что мы привыкли видеть в более современных камерах Sony. Допустим, там есть камера, вот у меня была A65 там 12-13 года. Здесь практически все то же самое, но только на более зачаточном уровне, скажем так. Ну, единственная серьезная претензия к эргономике конкретно этих камер, это вот не сильно удобная кнопка включения-выключения. Предпочитаю, чтобы она была как на Никонах или Pentax вот здесь, когда мы ее можем легко включать-выключать одной рукой. Здесь приходится все время задействовать вторую, либо забить просто на включение-выключение и ходить с камерой, как она есть, пока ты ходишь, снимаешь что-то. Ну и, наверное, резюмирую. Камеры на самом деле прикольные. То есть, если вы хотите получить вот этот псевдопленочный вайб, хотите получить эту классную, крутую SSD-шную картинку, это сюда. Камеры на самом деле сильно по-своему недооценены, что ли, можно так сказать. Никто особо на них внимания не обращает. Они на барахолках продаются в районе там 5000 рублей. Можно купить уже с объективом. И наслаждаться вот этой вот прикольной вайбовой картинкой. При том, что по матрицам, по функционалу они не сильно уступают, если вообще уступают, допустим, тем же самым Nikon. Также можно снимать спокойно с ними с мануальной оптикой, хотя там с рядом ограничений, что, например, там начальными моделями Nikon делать очень затруднительно. По крайней мере, с оптикой М42. Да и вообще с любой оптикой, потому что в начальных моделях Nikon нет экспозамера, а здесь он есть по умолчанию и прекрасно работает. В общем, я всем рекомендую, камеры на самом деле прикольные. Если кто-то хочет купить такую камеру, может зайти по ссылке в описании на мой телеграм-канал, там будет ссылка на Авито. Если интересно, можно подписаться также на мой телеграм-канал. Туда я буду выкладывать примеры фото с разных объективов и камер, и также всякие горячие предложения. Одну из этих камер я, конечно, оставлю себе, а вторая продается. Так что заходите в мой телеграм-канал, и кому интересно, можете приобрести эту камеру. Довольно недорого я продаю. Ну а на этом все. Всем хороших кадров и пока.